В глубине заснеженного леса, на окраине небольшого городка, стоял медицинский комплекс, укрытый за деревьями и тусклыми улицами. В его самых отдаленных палатах всегда царила безмолвная атмосфера, а воздух был пронизан странным, необъяснимым ознобом. Об этих комнатах ходили зловещие легенды, о которых перешептывались, но старались не говорить вслух, понимая, что лучше обходить их стороной. Особенно выделялась палата 315, где ни один пациент не смог поправиться. Однажды зимой в эту палату привезли 7-летнюю девочку Катю Тейлор. Ее состояние было крайне тяжелым, она не двигалась, не говорила и почти не дышала. Мать, Клара, не отходила от ее кровати, надеясь на чудо, но в глубине души сомневалась в возможности исцеления. За окном царила тишина зимней стужи, а в палате гнетущая, почти неземная тишина. Внезапно в коридоре возникла необычная фигура черно-белая собака, промокшая и грязная, словно пришедшая издалека. Она уверенно двигалась, как будто знала, куда идет. Медсестра, увидев ее, ощутила странное тепло, словно собака могла изменить окружающую атмосферу. В больнице не допускали животных, но собака прошла мимо и вошла в палату. Она подошла к кровати Кати и легла рядом, не вызвав страха у матери. Наоборот, Клара почувствовала умиротворение. Собака положила лапу на руку девочки, и в этот момент произошло чудо. Лиза слабо сжала пальцы, и ее дыхание стало ровнее. Собака, которую назвали Арин, осталась. Вскоре врачи заметили, что состояние девочки улучшается, сердечный ритм стабилизируется, а показатели возвращаются в норму. Катя оживала с каждым днем, а Арин не отходил от нее. Врачи, не находя объяснения, молчаливо соглашались с присутствием собаки. Лиза снова начала говорить, двигаться и даже садиться. Лечение продолжалось, но все понимали, что в этой комнате происходит что-то большее, чем просто медицинский процесс. Но ночами происходили странные вещи. Температура в палате падала, а Арин часто пристально смотрел в один угол комнаты, словно чего-то ждал. Вскоре Катя тоже начала смотреть в этот угол, и странные события продолжались. Однажды ночью она произнесла незнакомое имя, и произошло нечто необъяснимое. Свет погас, комната наполнилась тишиной и тревогой. Доктор, наблюдавший за Катей, заметил, что ее мозговая активность усилилась в ранее неактивных областях. Катя начала спрашивать о силе имен, а в комнате появилась тень, которую Арин встретил с настороженностью. Казалось, за ними кто-то следил. Когда Катя спросила, обладают ли имена силой, мать ответила ей, но вскоре поняла, что дочь знает больше, чем она может понять. В ту ночь, когда Катя произнесла странное имя, собака зарычала, и в комнате повисла напряженность. Через несколько дней Катю выписали из больницы. Оборачиваясь, Клара увидела, что Арин не просто собака, а нечто большее выходит с ними. Он был не просто животным, а защитником, стражем из другого времени. Палата 315 осталась пустой и тихой, но теперь она была иной не местом безнадежности. В ней больше не было страха, но в воздухе витало нечто необъяснимое, как знак произошедшего чуда. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного. А также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.